Всем привет, друзья! В этом видео я хочу поделиться с вами нашим опытом по выращиванию кустовой петунии. Вот этим растениям ровно 2 месяца 10 дней, как мы их посеяли. Сеяли мы их 1 февраля. Через 4-5 дней при температуре 22-25 градусов получили всходы. Посев проводили в плошке поверхностным способом. Сеяли рядочками, слегка присыпали песком, но песок присыпали таким слоем, чтобы верхняя точка семечки проглядывала. Почему, на мой взгляд, лучше всего делать присыпку песком? Потому что так легче контролировать режим влажности вокруг семечки. Песок не так быстро пересыхает, чем если просто семечку петуньки положить на поверхность. Ну, можно, если не используете песочек, просто разложить по поверхности и затем семечки слегка вдавить линеечкой либо планочкой в почву. Субстрат, который лучше всего подходит для выращивания мелкосемянных растений, должен быть, идеально качественным. Итак, поместили после проведения посева в мини-тепличку в температурный режим 22-25 градусов. Конечно же, все это во влажности у нас накрыто стеклышком либо пленочкой, чтобы семена до всходов не пересыхали. Это очень-очень важно. После того, как начали проклевываться семена, укрытие убираем с плошки и начинаем досвечивать 2 люминесцентными лампами на 1 квадратный метр. Мощность каждой лампы 36 ватт. То есть уже исходя из этих данных, которые я сейчас озвучу, вы что-то подобное сможете применить и на своей практике. Расстояние от сходов до лампы порядка 20-25 сантиметров. Итак, первые 2 недели мы проводим круглосуточную досветку, за счет чего добиваемся того, что растения не вытягиваются. Когда прошло 2 недели, мы снижаем интенсивность освещения и начинаем включать свет в 7 часов утра и выключаем около 9 часов вечера. Вот в таком режиме досвечивания мы и выращиваем нашу рассаду в комнатных условиях. В комнате слишком мало света, поэтому вот постоянно днем приходилось светить, чтобы рассада не потянулась и чтобы в листьях накопилось побольше пластических веществ, необходимых для хорошего развития любых растений. И температуру, кстати, после получения всходов желательно понизить до 20 градусов. Через 25 дней после посева рассада у нас выглядела вот так. И, конечно же, она уже сомкнулась между собой листочками, уже тесновато стало к корневой системе. Поэтому проводим первую пикировку. Раздвигаем жизненное пространство и после проведения пикировки проводим полив раствором монофосфата калия из расчета 2 грамма удобрения на 1 литр воды. Поливаем под корень, стараясь меньше попадать на молодые растения. Вот сейчас переувлажнение, оно не нужно, потому что может привести к возникновению различных грибковых заболеваний. Тем более мы проводим выращивание в комнатных условиях. И застой воздуха, если не обеспечим хорошей вентиляцией, то риск возникновения заболеваний на растении существенно возрастает. Итак, провели первую пикировку, подкормили монофосфатом калия, дали стимул для развития корневой системы. И через 10 дней мы проводим общеукрепляющую подкормку универсальным комплексным удобрением с одинаковыми частями по азоту, фосфору, калию. Мы применяем удобрение 20-20-20. Это удобрение позволит направить развитие растений более органично, что ли. Растения будут наращивать и листостеблевую массу, и появляться бутоны будут, и корневая система будет продолжать развиваться. Так что вот через 10 дней после проведения первой пикировки, проведение такой подкормки, вот 20-20-20, из расчета 10 грамм на 10 литров воды, и затем со следующим поливом еще раз вот так же подкармливаем 10 грамм на 10 литров воды. Через 10 дней после проведения общей укрепляющей подкормки 20-20-20 проводим вторую пикировку и перепикируем из плошек в рассадные стаканы. На момент проведения второй пикировки растение выглядит следующим образом. Как видите, достаточно развитая листостеблевая масса уже, растения сомкнулись листочками между собой. И смотрите, насколько
хорошее развитие получила корневая система. То есть, по сути, это уже нормально развитое растение, но единственная проблема, что в этой плошке этому растению тесно не только в почве, но и на поверхности. Листья сомкнулись, корни переплелись. Поэтому срочно увеличиваем жизненное пространство для каждого растения. Пикируем в рассадные стаканы объем 250-280 мл. И в этих стаканах растения уже будут расти до самого момента высадки на клумбу. После проведения пикировки проводим полив с применением удобрения 20-20-20 плюс 4 грамма янтарной кислоты, которая будет стимулировать нарастание корневой системы, поврежденной корневой системы в рассадном стакане. Это, в принципе, все, что мы делали с этими растениями. Но единственное, друзья, что обязательно делаем, это, конечно же, рассадные стаканы по мере подрастания раздвигаем, для того, чтобы растения хорошо, органично развивались по кругу, так сказать, не были однобокими. Их необходимо раздвинуть. И тогда они будут вот выглядеть как кругленькие такие, видите? Вот такие пышненькие и вот такие кругленькие. На этом я свое видео закончу. Всем желаю красивых цветов, крепкого здоровья и всего самого хорошего.